Здравствуйте, друзья! Вы на канале Веселый инженер. Меня зовут Андрей, и это канал про машиностроение, металлообработку и все производственные процессы, которые происходят за высокими заборами предприятий. А сегодня мы рассмотрим вот такое колесо зубчатое. Рассмотрим, как оно изготавливается, какие-то тонкости в изготовлении. Я расскажу по порядочку, да, то есть как происходит чтение чертежа. Рассмотрим технические требования, термообработку и, в общем, немного коснемся зубчатого венца. В общем, будет интересно. Не переключайся. Поехали! Итак, друзья, с чего я вам всегда говорю начинать, да? Естественно, мы начинаем по порядку, потому что к чертежу можно переходить сразу, но если у вас выработается такая привычка переходить сразу к графике, то вы рискуете упустить какие-то определенные моменты. Итак, смотрим: масса 3,45, колесо зубчатое, сталь 25 ХГТ, ГОСТ 4543 71 года. Так, ну здесь особой информации мы черкнуть не можем в основной надписи, поэтому мы переходим далее. Далее переходим к техническим требованиям, да. Ну, то есть, если кто-то вдруг не знает, что технические требования — это вот эта вот надпись, да, надписи вот эти. Ну, не здесь, еще вот здесь вот внизу, соответственно, мы к ним сейчас перейдем. Тут могут быть различные варианты описаны, которые нету обозначения графического, они обозначены именно здесь. Итак, первое, что у нас идет: нитроцементация. Нитроцементация H0,8, H1,3. То есть H — это глубина цементации и твердость 59-65 по Роквеллу. Шлицы на глубину 0,6 прокаливаем твердостью более 52 единицы. То есть, но опять же, видите, здесь еще указано, что ядро, то есть, ну, ядро — интересное название, кстати, напишите, встречается ли вам такое вообще в производстве. Ядро обычно встречается, написано... Как это, подождите, забыл, вылетело с головы. Ну, в общем, не ядро точно, допустим, а сердцевина. Вот сердцевина, по-моему, пишут. Ну, ладно. Проверку твердости нитроцементированных поверхностей производить на вершине зуба, проверку глубины нитроцементации, проверку твердости ядра на заточке D одного из зубьев. Заточки D. Вот видите, здесь такая заточка даже, оказывается, делается для проверки на твердость. Очень интересная тема. 3. Микроструктуры, методы контроля нитроцементированного слоя. Топоос, трещины, плены, расслоение металла, волосовины и забоины не допускаются. Ну, допустим, трещины мне понятно, расслоение металла мне понятно, волосовины тоже такие, типа как зажимы, да, металла, волосовины тоже, и забоины тоже. Но что такое плены или плены, обязательно пишите в комментариях. Я, честно говоря, встречаюсь впервые. Так, шлицы контролировать по элементам и комплексным калибрам, обеспечивающим указывающие размеры. Так, детали сопряжение. Хорошо. Все отлично. Не указано этих требований предельное отклонение размеров по ГОСТам. Качество заготовки допускать использовать паковку, да? Ну, вообще странно, когда в технических требованиях пишут, допустим, какую заготовку использовать. Ну, может быть, это как бы и нужно, смотря какое предприятие, но обычно этого не делают. Второе, что мы сразу переходим, раз мы видим, что здесь есть зубчатый венец, то нас интересует, как этот зубчатый венец выглядит, что в нем такого интересного или оригинального. Скорее всего, ничего, но давайте посмотрим. Итак, модуль 6, ну такой достаточно крупный модуль, 26 зубьев, нормальный исходный контур, смещение нулевое, степень точности 10, 9, 9, то есть 9 это степень точности, которая не требует зубошлифования, хотя выбирать именно вам, остальных требований вообще я не вижу здесь. Диаметр 156, окружная толщина зуба по дуге делится на окружности 9,49, 425 и угол профиля 20. В принципе, классическая шестерня, ничего здесь такого супер сложного нету. Но, во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Давайте начнем по графике. Написано использовать заготовку, да, паковку. Естественно, да, такие шестеренки преимущественно изготавливаются из паковки, потому что можно сделать достаточно точно все поверхности, приблизить максимально к той, которую мы хотим поверхности. Но и еще есть один плюс, что здесь можно, вот когда паковочку делать, вот эти вот поверхности, видите, вот они, да? Вот эти поверхности можно сделать сразу в паковке и в дальнейшем их не обрабатывать. Они, в принципе, и не обрабатываются. То есть получается паковка, и за счет этого мы экономим достаточно металла. То есть, ну, представьте, если бы это была паковка вот так полностью шла, да, и вот это вот
по этому диаметру 120 такие вот кольца целые, да, металлические. Во-первых, деталь была бы тяжелее, во-вторых, металл, соответственно, тоже стоит денег. Не будем об этом забывать, потому что тяжелые времена, и, в принципе, они были всегда, но все же. Так, естественно, паковка. Паковка идет с прошитым отверстием. Кто еще не видел, как они делаются, паковки, то есть идет отверстие вот так, здесь стоит толкатель, типа такой, да, здесь вот такая поверхность, потом сюда пошла, то есть примерно вот так вот идет внутреннее отверстие. Ну, естественно, тут повторяется контур с такими вот выкружками, и пошло-поехало. Получается вот такая интересная у нас паковка с прошитым отверстием обязательно. Как приступать к обработке? Что делать? Естественно, мы должны по всем правилам, как я вас всегда учу, это надо посмотреть, какие особенно точные поверхности мы имеем. Ну вот у нас, к примеру, сразу, да, допустим, смотрим, у нас есть биение по торцу одному, по торцу второму биение, да. Эти биения нужно выдерживать обязательно. Соответственно, база Б. Сейчас мы ее обязательно найдем. База Б – это шлиц. Это наш шлиц. Вы видите, вот база Б обозначена. Вот она идет от впадины шлица. То есть впадина шлица – это вот эта вот поверхность. От нее идет у нас вот эти вот технические требования по радиальному биению торца. Хорошо. Что у нас еще есть точное здесь на данной детали? Давайте посмотрим, что еще есть точное. Биение по зубу. Так, 25 соток. Ну, это, в принципе, весьма и весьма грубое такое техтребование. То есть, если бы там было 2 сотки или 3 сотки, то, естественно, мы бы не обошлись без шлифования. А в данном варианте, конечно, шлифовать данную шестерню нет необходимости. Плюс того, что биение, плюс еще шероховатость 2,5. Естественно, обозначено по-старому, но ничего страшного. Впадина RZ40. В принципе, мне все понятно. В этой шестерне мы можем приступать непосредственно к ее изготовлению, а вернее к разработке технологического процесса, то есть такого маршрутного. Странно, конечно, здесь одна вещь, что задано биение 8 соток RZ40, да, ну странно, ну ладно, хорошо. Это, как говорится, автору чертежа видней. Итак, как мы начинаем обрабатывать данную шестерню? Естественно, здесь, так как это шестеренка, ну, так называемое тело вращения, все-таки как ни крути, да, то мы, конечно же, первым, что мы делаем, это надо просверлить отверстие. Здесь, как я вам показывал, идет отверстие, да, то есть оно идет примерно паковочка вот так, потом, допустим, так вот так идет, вот так, то есть оно прошивается, да, это отверстие, ну, это, конечно, по центру, вот. И вот такое, типа, там, такое, как корка. Устанавливаем данную деталь, естественно, установили. Можно поставить просто, допустим, давайте другим цветом, обозначим зеленым базы. Поставили с упором, допустим, в этот торец, да, и прижали сверху чем-нибудь. Это какое-то, может быть, приспособление. Естественно, ваша деталь будет располагаться вот так, и сверло будет идти сверху, то есть будет заходить сюда, и, соответственно, получаете это отверстие. Можно рассверливать, можно, конечно, растачивать. Но, опять же, все зависит от того, насколько много тех или иных деталей вам нужно сделать. Если у вас серийное производство, то надо, конечно, лучше рассверлить, потому что, когда вы рассверлите, то у вас вы сэкономите достаточно много времени на токарную обработку, потому что за счет того, что проходов будет много, то, конечно, плюс здесь будет работать по корке. Не очень любят пластины работать по корке. Здесь часто внутри отверстия остается облой такой, да, который сильно изнашивает пластину, иногда просто ее ломает, режущую пластину токарную. Хорошо, просверлили. Предположим, что мы пошли таким путем. Просверлили, у нас получилось отверстие, и мы, естественно, оставляем припуск под токарную обработку. Далее мы нашу детальку зажимаем. Давайте попробуем вот так отъедем назад, чтобы было бы, в принципе, нормально. Итак, зажимаем базой зеленым. Вот мы зажали здесь. Раз. И с упором, к примеру, вот в этот торец. Есть. Поставили, зажали. А вот трехкулачковый патрон обычный, какой-нибудь пневматический. Или ручной, в зависимости от плана выпуска. И поехали обрабатывать. То есть обрабатываются все поверхности вот эти. До кулачков. Соответственно, вот эта поверхность обрабатывается. Вот это торец.
вот это, тут до кулачков. И отверстие на выход можно делать, да, в принципе, даже можно делать и в окончательный размер. Можно делать и так. Хорошо, проточили. Далее, что мы делаем? Мы деталь переворачиваем, то есть зажимаем уже здесь, так, и с упором уже в этот торец. И, соответственно, все вот эти поверхности, которые мы до этого протачивали, просто дублируем со второй стороны. Можно делать чистовую обработку на второй операции, так как здесь уже будет идти не от паковки, а от обработанной поверхности. Ну, возможно, это будет немного точнее, чем на предыдущей операции. Проточили, у вас деталька практически уже на выходе, да? Вам нужно сделать еще протягивание. Протягивание делается очень просто, и базой тут мудрить не надо. Не надо с базами мудрить. Просто идет адаптер. И он упирается. Вот, допустим, вы в торец упираете. Что такое адаптер? Вот многие задают вопрос. Адаптер идет, смотрите, это вот идет сам станок, так, вот его стенка станка, то есть, ну, там опорная часть. Здесь идет отверстие. Там идет патрон. То есть здесь вот есть у вас патрон, который перехватывает вашу протяжку. Здесь стоит адаптер. Адаптер, на который вы ставите деталь. То есть поставили деталь, и в нем, естественно, есть отверстие в этом адаптере под вашу протяжку. Ну, оно, конечно, будет больше, потому что отверстие у нас же здесь больше, шлицевое. И пошла протяжка. Вы поставили, надеваете предварительно на протяжку, то есть протяжка уже внутри, да, то есть вот ее, допустим, там хвост этой протяжки, ну так условно обозначим, да. А вот здесь идет, начинается уже шлицевая часть, то есть ее идет протяжки, шлицевая часть, и она заходит и формирует наш шлиц, который нужен. Сначала подает здесь патрон с этой стороны, подающий патрон, да, то есть он ее держит, протяжку, она внутри. Здесь перехватывает второй патрон, и идет процесс протягивания, и получается деталь. Это может быть как горизонтальный вариант, который я вам сейчас прочертил, так вот, ну, условненько, да, также может быть и, в принципе, вертикальный вариант, то есть деталь может лежать вот так, да, сверху идет протяжка, протягивает, и, в принципе, деталь откидываете в сторону, вторая деталь подъезжает. Есть даже автоматические протяжки, подача автоматически происходит. Делаете, да? Есть несколько вариантов протягивания, то есть можно протянуть шлиц и одновременно протянуть еще внутренний диаметр. Это рекомендуется делать для чего? Для того, чтобы вот эти поверхности, то есть поверхность впадины шлица, да, и внутренний диаметр вашей детали, шлицевого отверстия, были соосны, то есть они были равно удалены от этой оси. Это важно для чего? Когда вы будете изготавливать зубчатый венец, вы будете обязательно от внутреннего отверстия делать, база у вас стоит от впадины. Это говорит о том, что вы должны использовать какую-то прошивку с базированием детали по шлицу, а именно по впадине. Такие оправки достаточно непростые в изготовлении, особенно если какая-то разжимная или кулачковая оправка. Но можно, если у вас, допустим, это штучное производство, использовать гладкую оправку, которая будет у вас делать от внутреннего диаметра. Тогда это будет намного проще, но не настолько будет это точно. Хорошо. Здесь вот такую деталь можно делать от внутреннего спокойно, 2,5 десятки биения, поэтому вопросов тут быть не должно. Дальше ставим, естественно, доходим до зубофрезерования, нам нужно профрезеровать зубчатый венец. Ставим прошивку, ну, предположим, что она у нас шлицевая, да, то есть мы ее вставляем, эту прошивку, вернее, как вставляем, мы ставим на станок, где либо установлена эта прошивка, бывает, что она вот так установлена, здесь вот идет опорный торец, да, вот так. То есть вы поставили деталь. Иногда чертят студенты, дочерчивают до сюда, да, но до сюда как вы прочертите, если так нельзя делать, потому что, видите, здесь вот фреза, она идет по этой вот по впадине, да, то есть инструмент, ну, предположим, это червячная фреза, проходит по впадине, и вот он выходит сюда, он сфрезерует ваше приспособление, не сомневайтесь. И так, кстати, делается иногда, когда не по размеру ставятся детали на тумбы. Ставится деталь, если это разжимная, да, то здесь какой-то внутри конус, да, идет, который имеет перемещение вниз, его тянет, разжимает в стороны вашу, допустим, цангу, или разводит кулачки, если они, допустим, в корпусе каком-то, и происходит зажим детали. Если гладкая оправка, то, естественно, по внутреннему отверстию, да, вариант такой вот, ставится сюда,
Так. То же самое упор в торец, тут ничего такого мудрить вам не надо. Хорошо, поставили. И здесь, к примеру, может быть какое-то резьбовое отверстие, да. Сюда ставится какая-то вот гайка такая, прижим. Гайка-прижим. Прижим. И закручивается сюда какой-нибудь болт, который фиксирует вашу деталь. Вы должны ее зажать, прижать к этому торцу. Здесь, то есть выглядеть будет это примерно так. Если вы от внутреннего диаметра, это будет выглядеть так, что вот вы зажимаете, к примеру, да. Но если мы не зажимаем, да, то мы делаем это. Если не разжимная оправка, то мы ставим вот так и вот так. А сверху идет прижим. Все, зажали, пошла фреза, отфрезеровала наш зубчатый венец, и мы спокойно отдаем нашу детальку на нитроцементацию. Когда она прошла нитроцементацию, мы берем и шлифуем торцы. Торцы лучше шлифовать после цементации, потому что здесь все-таки обрабатывается шлиц, он выходит, контактирует с торцем, и могут быть какие-то небольшие поводки, хотя здесь точность не сильно большая. Можно отшлифовать и до, так сказать, проведения термической обработки. Шлифовать как лучше? Ставим вот так направочку разжимную, да, она разжимается в стороны, фиксирует деталь, обязательно не должна выходить на торец, и шлифуем наш торец. Все, в принципе, наша деталь готова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.